Израиль и Турция. Новая точка напряжения на Ближнем Востоке. Обострение в отношениях между Израилем и Турцией вновь выходит на первый план. По данным израильских источников, премьер-министр Биньямин Нетаньяху намерен обсудить с руководством силовых структур активизацию турецкого влияния в Сирии. Речь идет, в частности, о предполагаемом соглашении между Анкарой и Дамаском, в рамках которого Турция может получить в распоряжение военную базу в провинции Хомс. Официальные турецкие СМИ утверждают, что такие переговоры действительно ведутся, и это уже вызывает обеспокоенность в Тель-Авиве. В Израиле опасаются, что Анкара усиливает свое влияние в Сирии не только военными методами, но и через экономическое и политическое давление. Это происходит на фоне внутренних потрясений в самой Турции, где власти пытаются отвлечь внимание общества от резонансных арестов оппозиционных лидеров, включая мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Кроме того, ситуация в Сирии осложняется новыми заявлениями курдской автономии, которая отказывается признавать легитимность нового правительства в Дамаске. Курды считают, что новая власть не представляет интересы всех народов страны, а значит, Сирия возвращается к однопартийному авторитарному управлению. Это лишь усиливает напряжение в регионе, где конфликт интересов становится все более многоуровневым. С геополитической точки зрения, Израиль все чаще воспринимает Турцию как нового ключевого игрока, способного занять место Ирана в сирийском вопросе. В прошлом основная угроза для Тель-Авива исходила от Тегерана, но теперь внимание переключается на Анкару. Турция может попытаться выстроить собственный суннитский пояс в регионе, что потенциально создает новые риски для Израиля. Особого внимания заслуживает позиция Саудовской Аравии. Эр-Рияд традиционно претендует на роль лидера суннитского мира, и усиление Турции на сирийском направлении воспринимается им с тревогой. В этих условиях Израиль продолжает поддерживать курдские и друзские автономные образования в Сирии, тогда как Саудовская Аравия остается в ожидании. Напряженность между Турцией и Израилем не нова. Она имела место и после смены власти в Сирии в конце 2024 года. Тогда Израиль нанес серию ударов по военным объектам в районе Пальмиры и недалеко от Дамаска. Целью было предотвратить попадание оставленного оружия в руки радикальных группировок. Позже израильские силы стали активнее действовать в южных сирийских провинциях, исследуя пределы своего влияния. Эксперты предупреждают, если динамика останется прежней, регион может столкнуться с новой формой конфликта – гибридного противостояния между Анкарой и Тель-Авивом. Обе страны пытаются укрепить свои позиции в Сирии и за ее пределами, а значит, дипломатический баланс снова висит на волоске. Отметим, что несколько дней назад Израиль нанес удары по объектам в Сирии, которые, по данным Цахала, использовались в военных целях и находились под контролем турецких полевых командиров. В результате ракетных ударов погибли несколько человек. Ситуация в Сирии снова на грани эскалации. После падения режима Башара Асада обстановка на юге страны резко обострилась. Впервые за долгое время произошло боевое столкновение между израильскими военными и силами, лояльными новой власти. Инцидент произошел в деревне Куайя, где, по сообщениям местных источников, израильские военные оказались под обстрелом. В ответ был нанесен удар с воздуха, предположительно с использованием беспилотников. Израиль утверждает, что действовал в ответ на провокацию, однако представители новой сирийской администрации обвиняют Цахал в обстреле гражданской инфраструктуры. Этот случай оказался не единичным, а, возможно, первым сигналом более глубокой трансформации конфликта. Смена власти в Дамаске изменила весь баланс сил в регионе. Если прежний режим ориентировался на Иран и Хезболлу, то новые силы, пришедшие к власти, все активнее взаимодействуют с Турцией. Это заметно усиливает позиции Анкары и вызывает обеспокоенность в Тель-Авиве. Анкара поддерживает новые сирийские власти как в военном, так и в политическом плане. По сути, она становится не только гарантом новой структуры управления, но и стратегическим игроком на юге Сирии.
Израиль, в свою очередь, рассматривает это как потенциальную угрозу своим южным границам. Министр обороны Израиля Исраэль Кац уже сделал заявление о том, что Израиль не позволит новой протурецкой администрации, находящейся под влиянием Турции, укрепиться у границ. По его словам, в случае угрозы будет принят весь комплекс возможных мер, включая военные. Конфликт уже вышел за рамки местного эпизода. В дело включаются международные структуры. Организация Объединенных Наций призывает к сдержанности, но пока безрезультатно, напряженность лишь нарастает. Кажется, что дипломатия снова не успевает за скоростью полевых событий. Пока Израиль укрепляет свои позиции, а Турция продолжает расширять влияние, остается открытым вопрос: кто сформирует новую архитектуру безопасности на юге Сирии? В этом конфликте на первый план выходит не только борьба за территорию, но и глобальное соперничество за контроль над послевоенным Ближним Востоком. Южная Сирия снова становится горячей точкой. Израильские военные попали под обстрел возле деревни Коя, в зоне, прилегающей к сирийской границе. Событие, на первый взгляд, может показаться эпизодическим, но реакция Израиля на него указывает на куда более серьезные последствия. По информации Цахал, обстрел велся со стороны боевиков, которые, как заявлено, связаны с ИГИЛ. Этот инцидент стал тревожным сигналом, на который в Иерусалиме отреагировали мгновенно. Начато укрепление восточной части Голландских высот, развернуты дополнительные силы и активизировано наблюдение с использованием новых технологий. Но в центре внимания не сам бой, а фигура обвиняемого. Возвращение террористической группировки в новостную повестку – это не просто вспышка насилия, это политический маркер. За последние годы активность ИГИЛ значительно снизилась, и их присутствие в регионе считалось фрагментарным. Однако теперь все может измениться. Есть нюанс, на который обращают внимание аналитики. Кому выгодно возвращение ИГИЛ в медийное поле и на карту Ближнего Востока? Отношения между Израилем и Турцией и без того переживают период напряженности. На этом фоне любое движение со стороны ИГИЛ автоматически вызывает подозрения. Исторически вокруг Анкары уже не раз поднимались вопросы о неформальных каналах пересечения границ, теневой торговле и избирательной реакции на активность радикалов. Официально Турция все отрицает, но Израиль может использовать даже намек на причастность к активизации ИГИЛ как аргумент в международной игре, как минимум, чтобы усилить собственные позиции в регионе и под предлогом угрозы от боевиков расширить зону контроля. На фоне этих событий в регион может вернуться старая логика. Каждый теракт или обстрел – это повод для передвижения армий, смены дипломатических позиций и новых альянсов. Израиль, судя по оперативности реакции, рассматривает возвращение ИГИЛ не как локальную угрозу, а как пролог к более масштабной фазе конфликта. И тут в центре внимания снова оказывается Турция, которая может оказаться между геополитическим давлением и обвинениями, от которых все труднее отмахиваться. Обострение между Турцией и Израилем в Сирии становится все более заметным. Хотя стороны избегают открытого конфликта, их действия в регионе указывают на растущее напряжение, и возможность прямой конфронтации уже не выглядит столь невероятной. Израиль продолжает наносить авиаудары по объектам на территории Сирии, стараясь не допустить усиления турецкого влияния. Особое внимание уделяется стратегическим точкам – аэродромам, логистическим центрам и бывшим базам, которые ранее контролировались Россией, но после ухода Асада оказались в зоне интересов Турции. Недавняя атака на базу Т-4 в районе Пальмиры стала сигналом. Иерусалим не намерен ждать, пока турецкие силы или их союзники укрепятся в центральной части Сирии. Анкара, в свою очередь, действует не менее активно. Поддержка нового режима в Дамаске сопровождается поставками оружия, созданием систем ПВО, обучением сирийских сил безопасности и строительством военной инфраструктуры. По данным из разных источников, Турция намерена создать до 5 военных баз на территории Сирии. Причем речь идет не только о северных районах, где турецкое влияние традиционно сильно, но и о юге, ближе к Хомсу и даже Дамаску.
Если нынешняя динамика сохранится, вероятность того, что израильские и турецкие истребители столкнутся в небе над Сирией, становится все более реальной. Обе страны стремятся контролировать воздушное пространство, и любая ошибка или провокация может привести к эскалации. Кроме того, планы Анкары по поставкам оборонительных систем в Сирию могут стать причиной новых ударов со стороны Израиля, особенно если речь пойдет о технологиях, способных ограничить свободу действий Цахала. С экономическими трудностями внутри страны и политическим давлением снаружи Анкара могла бы пойти на компромисс. Но вместо этого выбор в пользу жесткой линии и усиления своих позиций в Сирии. Пока внимание турецкой прессы сосредоточено на внутренних протестах, вопрос израильской активности в Сирии отодвинут на второй план. Но чем ближе Израиль и Турция подойдут к пересечению интересов на земле и в воздухе, тем выше риск, что нынешняя скрытая конфронтация перерастет в открытую. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.